Являюсь руководителем отдела обучения в снековой компании. Сотрудники загружены и не хотят обучаться и развиваться, как изменить восприятие. Проблема здесь заключается в следующем. Большинство людей, взрослых людей, с которыми мы имеем дело, они не любят учиться. Причина, я могу об этом долго рассказывать, но если вкратце сказать, причина очень простая. Опыт, который они получили во время обучения, благодаря нашей прекрасной школе, благодаря нашим прекрасным, в кавычках, вузам, это опыт обучающих организаций, где поощряется не понимание, а запоминание, где поощряется не сообразительность и способность применять данные, а послушание и следование воле учителя. И многое такое, да? Поэтому, если кому-то из вас, друзья, повезло с учителями в школе и в вузе, вы просто счастливчики, но не всем так повезло. Поэтому большая часть людей, особенно те ребята, которые работают там в торговых компаниях, торговые представители, супервайзеры и так далее, они уже переполнены негативным опытом в отношении обучения. То есть у них в глубине души они знают, что обучение ничего не дает. Это страдание, это потраченное время, и это отсутствие каких бы то ни было результатов. Почему так? Ну просто потому, что, поймите, наши школы и наши вузы, они не ориентированы на то, чтобы человек делал результат. Они ориентированы на то, чтобы человек сдавал зачеты, он сдавал экзамены, получал диплом. Это просто правда жизни. Так вот, по мнению нашего министерства, теоретических знаний будет достаточно для того, чтобы вы сдали экзамен, на что в конечном счете и нацелено школьное обучение. И как теория подготовит нас к опасностям, которые нас ждут? Это глупости, дорогой. Если мы посмотрим на факты в сухом остатке, то в школе хорошие оценки получает ученик, который лучше всего решает задачи и прилежно себя ведет. Все. В школе не получает лучшие оценки ученик, который лучше всего способен применить эти знания. Понимаете? То же самое происходит в институте. И это формирует определенное отношение к системе обучения. И потом, когда они приходят к вам работать в компанию, они уже выдохнули, они знают, что они закончили, они, так сказать, отмотали свой срок в школе. И больше вроде, они, кстати, выходят часто с идеей, что больше я никогда учиться, слава богу, ничему не буду, я буду работать. И вы им тут предлагаете обучение. То есть у вас уже есть барьер, не вы его создали, вы не виноваты, что этот барьер есть, но он как бы существует. Как преодолевать этот барьер? Смотрите, я вам сейчас расскажу, есть несколько фишек. Первая фишка, самая простая и самая действенная, это аттестация. Аттестация в компаниях на самом деле проводится не для того, чтобы заранжировать сотрудников, и не для того, чтобы кому-то платить больше или меньше. Аттестация проводится только для того, чтобы в процессе аттестации люди, которые некомпетентны, осознали, что они некомпетентны в чем-то. Понимаете? То есть, бац, я работаю продавцом или торговым представителем здесь уже 5 лет, я знаю все, не надо меня ничему учить. Ты берешь этого парня, делаешь аттестацию, оказывается, что он не знает половину продуктовой линейки, он не может ответить на элементарные вопросы, как ему вести себя в такой ситуации, в такой, как делать презентацию, каковы основные этапы презентации нового продукта, что делать при неплатежах, какой скрипт он должен использовать. И он проваливает примерно половину вопросов. Понимаете, в чем красота и изящество этого подхода? Потому что когда он не смог ответить на вопрос, он знает, что он не смог ответить на вопрос. И это вопрос не из какой-то мифической биологии, которую он никогда не будет применять в жизни. Это вопрос из области, где он зарабатывает сегодня деньги и выполняет обязанности. Поэтому первое. Аттестация, экзаменовка всех сотрудников и тех, кто не сдал, не дотянул до 80 баллов из 100, для них очевидно, что им нужно обучаться. И вы в этот момент даете им обучение. Второй. Люди ленивы, я скажу так, не обязательно ленивы, но люди склонны делать то, что они привыкли делать. Привычки управляют жизнью и поведением людей. И у них в привычках обучения не было. Как вы можете сломать это? Только дисциплиной. Больше никак. Дисциплина. Вот что главное. Воспитывай дух и все такое прочее. Где? Что мы делали? Ах, да, проверка. А это значит, что вы должны выделить их время и место для обучения. Провели аттестацию. Все, кто не добрал до 90 или 80 баллов, 1 час в неделю или 2 часа в неделю в этом месте, в это время вы проходите обязательное обучение. Это не по вашему желанию. Это не зависит от того, хотите вы или нет. Вы это обязаны сделать для того, чтобы пройти этот курс и сдать
аттестацию успешно, у вас есть столько-то времени. Если не сдадите, ну что ж, будете дисквалифицированы, будем искать других. Понимаете? Третий мега важный момент – это пример руководителей, это пример основателя компаний, которые говорят о том, чему они учатся, сколько они тратят время, демонстрируют это и продвигают. Потому что в компаниях, на самом деле, руководители, основатели являются авторитетами. И когда они об этом говорят, все понимают, надо учиться. Я, кстати, об этом говорю своим сотрудникам. Я сейчас прохожу 3 курса по слияниям, поглощениям, private equity фондам, венчурным инвестициям и так далее. И я постоянно обучаюсь. И даже мои помощники и близкие люди, когда заходят в мой календарь, он доступен для моих топов, он доступен для моего личного помощника, они видят, что вот Высоцкий занимается, учится этому. Это всегда много часов каждую неделю. Таким образом, я это тоже делаю. Поэтому вот эти 3 совета. Первое — аттестация. Второе — определенное время и место обучения. Это часть их рабочих обязанностей, и вы, кстати, за это время им платите зарплату. Это тоже очень важно. И третье — пример высших руководителей. Вот если вы скомбинируете 3 фактора, все взлетит и заработает. Я об этом говорю абсолютно обоснованно, потому что невозможно трансформировать компанию, если мы не обучаем сотрудников и руководителей. Это невозможно. И поэтому частью акселератора «Бизнес-бустер» является программа по обучению менеджеров, сотрудников и топ-менеджеров компаний, с которой у нас проходит акселерацию в бизнес-бустере. И, конечно, самая большая, сладенькая, тяжелая программа достается владельцу бизнеса, но, кроме того, есть отдельная программа для executives, то есть топ-менеджеров, для менеджеров и для сотрудников. Потому что без этого ты не взлетишь, не работает.